Здравствуйте, друзья! Я мастер Катя, приветствую вас. И мы начинаем наши магические занятия. Давайте поговорим о жертве. Каждому из нас в жизни приходилось так сильно желать чего-то и считать, что чтобы обрести желаемое, придется чем-то пожертвовать. Размер этой жертвы мы определяем сами. Мы жертвуем чем-то ценным для нас и нужным, чтобы обрести то, что, как нам кажется, стоит этой жертвы. Речь не обязательно идет о материальных ценностях, хотя бывает и так. А можно забыть о себе и своих планах во имя детей, отказаться от любимой работы ради семьи, убрать в шкаф навсегда нарядные платья или не общаться с друзьями, оставить надежду на взаимность и выбрать надежность с нелюбимым человеком, или бросить обучение, или отложить краски и кисти, выбрав более стабильное дело, или поставить себя на последнее место в иерархии. Много разных жертв можно принести, и мы их приносим постоянно. А потом происходит по-разному. Иногда то, что мы получили взамен, оказывается действительно таким ценным, что наши жертвы того стоили. И тогда мы не жалеем о своем решении. А иногда мы остаемся ни с чем. Жертвы принесены, а полученное, как выяснилось, того не стоило. Или же мы взамен не получаем ничего, кроме своей потери. Юность опрометчива. Молодой человек не знает истинной цены. Как дикарь, который отдает конкистадору золото за дешевые стеклянные бусы. Дикарь очень хочет бусы и не ведает истинной ценности их, как и ценности золота, которым он обладает. Влюбленность горячна, и влюбленный готов бросить под ноги объекту страсти все, что имеет. Отчаяние недальновидно. Под влиянием мыслей о безысходности своего положения отчаявшийся человек платит любую цену за истинный или мнимый выход из ситуации. Но жизнь идет, приходит опыт, сознание крепнет, система ценностей меняется, влюбленность проходит, да и отчаяние не вечно. А принесенные в жертву ценности, будь то ценности материальные или часть жизненного капитала, казалось бы, утеряны безвозвратно. А с ними и возможности, которые были в них заложены, возможности пропали. Пропали ли наши жертвы? Были ли они напрасны? Или в ряде случаев мы только так считаем и ошибаемся в этом? Возможно ли, что мы многое можем получить назад, но не забираем? Часть наших жертв не были приняты или были приняты частично. Ведь это было наше мнение, что нам, чтобы получить эту мечту, надо отдать что-то взамен. Не исключено, что нам мечта полагалась бесплатно, по судьбе, или мечта не стоила так дорого, как мы заплатили. Или так бывает, часто бывает, как и в простой жизни, была предоплата с нашей стороны, которую мы просто не осознали. Компенсация. Наверное, вы знаете, что в некоторых случаях, в некоторых странах есть доплаты, надбавки и компенсации некоторым категориям граждан. То же самое существует и в высших сферах. И как в мире обычном, чтобы получать свои компенсации, надо обозначиться и забрать их. Что наверху, то и внизу. Один из принципов устройства мира на всех уровнях. И в высшем мире,
дело обстоит совершенно так же. Жертву здоровья или молодости вернуть, в кавычках, той же валютой не получится. Время идет, но компенсации могут вам полагаться, как и за бескорыстную любовь, за обманутые надежды, за то, что вы пострадали безвинно и так далее. Проблема в том, что большинство из нас принимает удары судьбы, потери и вероломство людей как должное. Считают, что сами виноваты, и надо теперь только сожалеть и страдать. И многие считают, что принимают высшее наказание за свои ошибки и терпят. Однако наши страдания в мирах высоких никому не нужны и даже не интересны. Да и наказываем мы, люди, себя сами. В высших мирах от людей ждут совсем другого: активности, действия, творчества, развития, благодарности, любви к жизни. И довольно часто нас ждут наши компенсации. Или наши невостребованные жертвы лежат там, где мы их оставили когда-то, и ждут, пока мы их заберем обратно. И это правда, это так. Сегодня мы с вами будем давать запрос на справедливость и отправлять наверх заявку на то, чтобы получить или вернуть свое. И многие из вас скоро или со временем получат и ответ, и компенсации. В каком объеме – неизвестно, но заявку сделать стоит каждому. Что нужно вам? Вам нужно подумать о своих жертвах, о своих мечтах, о своих потерях. Вам надо понять то, что я вам рассказала сейчас. И вам надо просто смотреть это видео, а знаки и заклинания, заложенные в нем, ускорят ваши процессы. Устройтесь поудобней. Сделайте глубокий вдох и выдох. Мы начинаем.